Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами снова Павел. Я вас приветствую на нашем канале Мир моделей. И сегодня у нас обзор по новинкам нашего магазина. Сегодня у нас большая радость поступления новинки для любителей современной авиации в 48 масштабе. Это у нас компания Hobby Boss выпустила модель советского, уже я бы сказал бы не советского, российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Вот такая большущая коробка, что меня за ней практически не видно. То есть отсюда я сижу как в танке. Что хочется сказать? Ну, немножко о самом прототипе. Вот я, наверное, чуть-чуть сяду вот так вот, чтобы сказать, что очень известная машина в связи с недавними событиями в Сирии. Постоянно все видели, как эти самолеты взлетали полностью обвешанными специальными боеприпасами, бомбами различными. Также все знают, что, слава богу, что потерь среди машин этого типа не было. Немножко история. То есть Су-34 это самолет, предназначенный для нанесения высокоточных бомбовых ударов в оперативной глубине и за линией фронта глубоко в тылу, так сказать, вероятного противника в любых сложных метеоусловиях днем и ночью. Самолет очень интересный, имеет свой интересный внешний такой профиль, когда его зовут утенком либо утконосцем из-за такой вот плоской морды. А связано это с тем, что данный самолет создавался на замену всем хорошо известному и участвовал во многих горячих точках и вооруженных конфликтах Су-24. Там, поскольку было оптимальным принято решение расположения пилота и оператора непосредственно вооружения, так сказать, грубо говоря, наводчик, на самом деле это оператор вооружения, это было, в принципе, целесообразным. За основу был разработки взят всем хорошо известный Су-27. Была переработана конструкция в сторону большей прочности, потому что самолет нес намного большую бомбовую нагрузку. Также была изменена кабина. Летчики стали сидеть плечом к плечу. Потому что на всех Су-27, Су-33, Су-35 летчики сидят, ну, понятно, либо это одноместная машина, либо летчики на двухместных машинах Су-30 смотрят в затылок друг другу с небольшим возвышением один относительно другого. Конечно, очень впечатляет коробка. Коробка действительно очень большая. Когда увидел впервые, сам очень сильно удивился. Немножко покажу вам края коробки. Вот здесь вот изображен тут самый Су-34, который изображен и на, естественно, фасаде лицевой части коробки. С этой стороны предложен вариант, именно тот самый, который в основном мы чаще всего их видим. Они в таком сером цвете, который этот серый цвет за основу приняли при правлении Министерством обороны товарища Сердюкове. И многие называют этот цвет сердюковским. Ну, откуда это пошло, я точно не знаю. Может быть, как байка. Хотел бы вам сказать одно, что летчики традиционно сейчас залезают в кабину самолета вот по стойке переднего шасси. Поднимается, там есть небольшая такая лесенка. Поднимается к кабине, кабина открывается, и они заходят туда снизу. Также сами понимаете, что в основном все самолеты остальные боевые используются таким образом, что наземный персонал, техники подкатывают специальные лесенки, трапы для того, чтобы летчик мог сесть в кабину и вылезть из кабины самолета. Ну и для облегчения, забыл вам упомянуть одно, это то, что самолет для облегчения маневренных характеристик, он еще имеет ПГО, это переднее горизонтальное управляемое оперение. Самолет этот разработки, он у нас получается 4++,
один из наших современных самолетов, он может наносить бомбово-штурмовые удары один, потому что высокая маневренность, наличие ракет средней и ближней дальности, также встроенная пушка позволяет ему с полным успехом, ну, естественно, если он сбросит бомбовую нагрузку, хорошо постоять за себя. Себя этот самолет в обиду не даст. У него длинная увеличенная хвостовая балка, в которой находится РЛС заднего обзора, по которой он может спокойно наводить свои ракеты на самолеты, которые находятся у него в задней полусфере. Вот такая вот интересная модель такого очень интересного и, я бы сказал, очень топового на данный момент самолета. То, что Су-34 сейчас очень часто мелькает во всех кадрах хроники, очень много видео по нему. Я думаю, что очень интересная, красивая и давно ожидаемая новинка. Ну а теперь рассмотрим то, что находится в коробке. Вот мы открываем коробку и сразу сталкиваемся вот с таким вот, ну, очень напоминает, если многие знают Су-27 от Академа в 48 масштабе, вот он комплектовался таким же образом. Вот такая вот. Здесь вот мы смотрим коробочка. Вот такая вот. Я думаю, сейчас мы ее пока отложим в сторону, а потом рассмотрим ее немножко поближе. Здесь у нас элементы сопел. Это у нас здоровущие топливные баки. Здесь у нас элементы управляющих поверхностей, штанга дозаправки. Вот как раз та самая перемычка, через которую пилоты входят в кабину. В отличие от наших предыдущих роликов, мы даже еще не достали инструкцию, потому что она находится в самом низу. Кроме того, что часть деталей фирма Hobby Boss упаковала в отдельные пакеты. Это комплект с остеклением. Заметьте, что остекление в избежании их поцарапываний, появления всяких вот маленьких вот повреждений микро, они кладут вот, кроме того, что в полиэтиленовый пакетик, они еще обертывают его вот такой вот бумагой на скотче. Здесь различные виды вот это вот бомбы, ракеты с ракетным ускорителем сзади, то есть она спускается на парашюте, потом на целью парашют отцепляется, включается пороховой ускоритель, и ракета принимает дополнительную скорость и врезается, так сказать, в бетонное, допустим, укрытие, проникает внутрь и уже внутри разрывается, выводя все из строя. Вот здесь элементы катапультных кресел, вот решеточки. Я так понял, что это, скорее всего, система прицеливания. Вот элементы остекления, посадочные фары, резиновые колеса. Вот, что интересно, они с канавками и имитацией рисунка. В общем, такие достойные колеса. Ну, конечно, сейчас же выйдет огромное количество автомаркета. Вот такие элементы стоек, они даны металлические. Но нужно посмотреть, скорее всего, эти стоечки, они должны вклеиваться, наверное, что-то будет с пластика. Потому что такие варианты были, когда вот такой вот металлический стержень, потому что сама по себе модель собранная будет весить довольно-таки много. При движении, как правило, обычно повреждается передняя стоечка. Ну, это в избежание вот таких вот всяких резусов, казусов, вот фирма вкладывает сюда вот такие металлические стержни, которые потом вклеиваются, скорее всего, еще раз хочу сказать, в детали из пластика. И получается прочная конструкция, когда шасси, ну, сломаться им будет довольно-таки сложно. И здесь опять же у нас есть вот те самые управляемые горизонтальные элементы. Здесь у нас тоже опять же вот это вот как раз вот та самая кормовая часть, встроенном предкрылке. Также еще вот такой литник с бомбами, свободно падающими бомбами. Скорее всего, такой же литник, который лежит и те, кто собирал Су-24, наверняка он оттуда. Потому что фирма занимается компиляцией. Зачем придумать, если новый, если есть какой-то вот старый литник, какой-то с вооружением. Да, здесь есть много
замковая система, которая позволяет повесить много таких бомб на один держатель. Но еще раз говорю, что здесь надо аккуратно сверяться с фотографиями. Сейчас таких фотографий в связи с ярким таким использованием Су-34, вот, в частности в Сирии, я думаю, фотографий будет очень много, и я думаю, что нужно сверяться с реальными фотографиями. Да, вот я хотел, только что я вам рассказывал про металлические стержни. Да, здесь вот этот элементы шасси, стойка, которая состоит из двух деталей. Получается, что сюда вкладывают вот этот металлический стержень, и потом она, получается, как бы склеивается детали вместе. То есть это все-таки я угадал. Вот здесь вот, если вы присмотреться внимательно, вот та самая лесенка, по которой экипаж залезает в самолет, непосредственно в кабину. Первая ступень компрессора, воздухозаборники. Это киль, ну или как очень многие говорят, хвост. Ну и здесь вот мы опять включаем литник с вооружением. Это вот этот литник полностью посвящен защите самолета от самолетов вероятного и невероятного противника. Это в основном ракета воздух-воздух, которая Су-34 несет, но несет их постольку, как говорится, на всякий случай. Потому что основная его задача — это нанесение бомбо-штурмовых ударов. Вот. Ну и вот крылатая ракета, она несется, как правило, на центральном, между двумя гондолами, где находятся воздухозаборники двигателя, находится вот именно там. Опять же, еще раз повторюсь, что здесь фирма-производитель предусмотрела большой вариант подвесного вооружения, очень много бомб, ракет. Я уверен, что когда вы будете собирать эту модель, большое количество всего этого великолепия у вас останется. Не выбрасывайте, потому что я уверен, что настоящим трендом сейчас будет именно выпуск самолетов отечественных. Вот тут фирма Kitty Hawk выпустила Су-17. Я думаю, что вот что-то из этого можно будет повесить и туда. Мы теперь, наконец-то, мы добрались до инструкции. Инструкция имеет вот такую вот книжечку. Здесь сначала, как обычно, любой уважающий моделист, когда покупает модель, открывает коробку на кассе и спокойно по вот этой вот таблице проверяет соответствие литников. Если, допустим, какие-то литники, допустим, дублируются, здесь идет кратное 2, кратное 4. Здесь дальше идет порядок сборки. Понятно, что традиционно это начинается с кабина, передняя ниша. Потом, как собирается это все в фюзеляж, потом вклеиваются обычно элементы двигателей, ниша основных шасси. Отдельно идут двигатели, потом приклеиваются крылья, хвостовое оперение. Все подробно расписано. Каждая инструкция, даже они пронумеровывают порядок сборки. Это, кстати, шасси. Да, здесь предусмотрены металлические стержни внутри. Ну, вот то, что я вам, кстати, и говорил. Это вот полностью собранная модель. Уже фактически. Здесь уже пошла мелочевка, и здесь уже идет уже обрастание самолета как новогодняя елка. Вот на нее начинают появляться различные украшения. Ну, в данном случае понятно, что это боевая подвеска. Вот топливный бак. Здесь по тому, как собирается вооружение, из каких деталей. Здесь на последней странице дана общая схема, по которой можно посмотреть узел подвески. Идет сноска на таблицу, в которой ясно, что можно сюда подвесить. Что и в каком количестве. Что бы хотелось обратить внимание еще на то, что дается, как обычно, и цветная вкладка для распределения цветов. И это камуфляжная схема. Вот здесь дано два варианта. Они же отображены, естественно, на ребрах коробки, которые я вам уже показывал. Это вот так называемый серый цвет. Вот. Еще одна цветная вкладка дана на то, как раскрасить
И самое главное, нанести декали. Есть всякие различные предупреждающие сигналы. Ну, надписи, предупреждающие надписи. Там что-то внимание, не трогать, опасно. Вот это вот все должно присутствовать на каких-то определенных видах боеприпасов. Вот, баки подпишивают даже левый, значит, есть и правый. Ну, естественно, сейчас мы сделаем небольшой экскурс по декали. Вот такая вот великолепная декаль. Я так понимаю, что здесь заложено именно бортовые коды, которые вот можете посмотреть. 5-й, 10-й непосредственно это вот модель, которую мы сейчас рассматривали. Вот звезды даны вот эти вот более современные, более раннего образца. Вот. Ну и здесь ВВС Россия. И вот отдельно дана декаль на вооружение. Всякие различные полосы, вот в частности. Такие вот эти вот значки. Вот, кстати, между прочим, вот только сейчас увидел, я об этом не знал, то есть не угадал. А вот это вот именно приборная доска. То есть, значит, есть предусмотрена гладкая абсолютно доска производителем, которую надо сточить и нанести по декальному принципу, то есть отмочить и перевести вот эту переводную картинку на сымитировать приборную доску. Таким образом, различные коды непосредственно самого изделия. Единственное, конечно, не хватает немножко здесь, если посмотреть даже и тут, и здесь, очень немного технических надписей. Я думаю, что технические надписи будут потом выпускаться отдельно. Вот, уважаемые коллеги, я все-таки выполнил вот это вот обещание показать этого красавца, так сказать, поближе. Вот это вот верхняя и нижняя часть фюзеляжа. Вот. Ну вот машина получается довольно-таки внушительная. Грубо говоря, если здесь у нас 55, плюс еще, да, где-то 50 сантиметров будет в длину. Ну, очень похоже, так в свое время отливала вот фирма Академия в 48-м. До недавнего времени вообще из семейства Су-27-х, Су-27 от Академии был единственной моделью вообще в своем классе. Поэтому сейчас, в данный момент, именно сейчас конкурентов вот у модели Хобби Босса сейчас просто нету. Вот, уважаемые коллеги, мы сегодня рассмотрели одну из новинок. Это Хобби Босс Су-34 в 48 масштабе. Первый раз у нас такое, что вот столько деталей, что все это не помещается на столе. Эта модель большая. Я думаю, что интересно будет эту модель собирать. И модели очень интересного самолета. Хочется вам пожелать удачи в сборке данной модели. С вами был Мир Модели. Меня зовут Павел. До новых встреч!